Какие первые ассоциации вызывает у вас Армения? Конечно же, гора Арарат, армянский коньяк, шашлык-лаваш на завтрак, обед и ужин, или, может быть, красные мокасины и тюнингованные тачки? Мы и сами так стереотипно думали, пока не посетили эту интереснейшую страну. Основной целью поездки было собеседование в посольстве США в Ереване для получения туристических виз. Но вместо одного дня мы решили задержаться здесь на 5 дней и ничуть не пожалели. По счастливой случайности нам удалось посетить большое количество мест и успеть вернуться ровно за день до официального закрытия границ из-за коронавирусной пандемии. Сов, кто так провожает? Давай сотрем Армению. Салатового цвета. Что, пойдем? Начало марта. В Москве холодина и снег. И первые тревожные коронавирусные звоночки. А мы купили билеты Москва-Ереван и по российским паспортам готовимся пересечь международную границу. Против коронавируса. Витамины. Смотреть больно, такое солнце, такое московское животное после долгой зимы, знаешь, такие Вылезла глазки такая. слезятся. Рейсы из Москвы прилетают в аэропорт Звартноц. Здесь отличный и дешевый Яндекс и Uber. За 200 рублей мы доехали до центра за 15 минут. Мы приехали в гостиницу, точнее в хостел. У нас тут отдельные лухури апартаменты. Вообще, смотрите, какая прелесть. Просто ванна. Очень клевая кроватина. Дворик просто вообще так классно тут. Так вроде в самом центре, но на самом деле тут так тихо, очень приятно, уютно. Вот это наша вилла. Вилла. Любишь ты все Под виллы номером называть. 6. Да. Прикольно. Вот тут свежие Подземельями. свежие простынки сушатся. 6 тысяч, ребят, 6 рубасов вместе с шикарным завтраком. Видимо, самый популярный действительно. Все, гигабайты свежей информации нам Гигабайты обеспечено. Свежее, все вкусное, скажи, даже гигабайты. Кушать. Ну покорми меня. Через 5 дней мы будем загорелые, красивые, с визами. Солнышко. Дам я покажу тебе Ереван. От нашего хостела до площади Республики, в центре Еревана, 10 минут ходьбы. Сразу же после пошли исследовать город и нежиться под весенним солнышком в поисках легендарного местного кафе ОСТ Бистро. Первые впечатления – яркий, солнечный город. На улице много людей гуляют, активно идет тротуарная торговля, и все разговаривают на армянском. Мы сейчас идем по улице, которая названа в честь создателя армянского алфавита Месропа Маштоца. И здесь располагается одна из достопримечательностей Еревана – это Голубая мечеть, вот напротив. И хотя в Армении 94% населения являются христианами, есть здесь представители и других конфессий. Голубая мечеть в Ереване является единственным мусульманским собором в стране. Построена в 1766 году и является культурно-религиозным центром для проживающих здесь иранцев и иранских туристов. Классные комнаты, тут, видимо, тоже проходят занятия для детей. Выставка фотографий, выставка иранских рукоделий. Шабистан, я не знаю, что такое Шабистан. В один из дней мы поехали на экскурсию с соседями по хостелу Витей и Юлей, организованную хозяином нашей гостиницы Артуром, по основным достопримечательностям Армении. Здесь продают птицы, да, традиции, что Ной остановился на горе Арарат, но сперва выпустил ворона, да, потом выпустил голубя, и голубь вернулся, да, и многие продают здесь, зарабатывают на эти голуби. Они могут подойти вам, сказать, загадывай желание, бросай, это тебе. Ты подумаешь, что он твой дальний родственник, да? Берешь, бросаешь, в конце говорит 5000 драм. И все говорят, давай 2, 3, ты так бросаешься, тебе весело, смеешься, в конце тебе говорят, ты нам столько денег должен. Это наша первая остановка на пути нашей сегодняшней долгой цельнодневной экскурсии. Монастырь Хор-Вираб, в переводе «глубокая темница».
считается одной из главных святынь Армении. В 180 году до нашей эры на этом месте армянский царь Арташес I основал столицу государства, город Арташат, а монастырь был в те времена государственной тюрьмой. В дальнейшем столица переместилась в Двин, а Хорвираб остался местом заключения неугодных в изгнании. Расположенный на скале среди широкой равнины, Хорвираб, словно бдительный страж, охраняет безмятежный покой заснеженных шапок Арарата, которые сегодня территориально относятся к Турции. Отсюда видно армяно-турецкую границу, которая проходит всего в паре километров по реке Аракс. Много семей осталось с этой стороны реки, много с этой. И они приходили, например, в 7 часов все стояли и общались. Их не позволяли объединиться. Никто прыгал, чтобы попасть к своим, убивали. Офигеть. Многих арестовали, выгнали. Вот очень плохие дни. У нас очень много писателей есть, которых убивали, пропали без вести, вот эти 30-е годы. Что это? Расскажи, как называется? Ламбаджо. Ламбаджо. Фирменная. С мясом и с сыром. И биде. Будете в Ереване, идите в ОСТ Бистро, на улице Месропа Маштоца, и там будет вкуснейшая вообще ламаджа с телятиной и с сыром. И берите еще на запивку айран. Слева смотришь старые древние развалины, а справа пафосные такие кафешки, магазинчики. Да. Сегодня центр Еревана – район Кентрон. Это причудливая смесь архитектурных стилей, от неоклассицизма на площади Республики и достойных образцов сталинской архитектуры до современных многоэтажек. Заниженная приора, это же классика. Клипешник снимает. Это просто я не могу переселить этот пафос. Собственно, центр. В 2018 году Ереван отмечал 2800-летие с даты основания первого поселения Эребуни. Таким образом, Ереван на 29 лет старше Рима. Ереван стал столицей Армении только в 1918 году. На роль главного архитектора советские власти пригласили Александра Таманяна. Благодаря его задумке планировка центральной части Еревана напоминает европейские образцы. Жалко, не работает фонтан. Видишь, они говорят, что даже сами не ожидали, что так тепло будет. Это все мы, потому что приехали, для нас погода распогодилась. Мне нравится, что вот город в 1000 оттенков коричневого. Классно. Ну что, у нас типа серые такие все. А тут, короче, коричневые разные, терракота, темные оттенки, шоколадные, кофейные, вообще все оттенки коричневого. Класс, как софа. Ереван напоминает мне софу. Окей. Теплый и коричневый. В деревьях до сих пор висит листва такая, пожухшая уже. Прошлогодняя, но, видимо, настолько была теплая зима, что они просто-напросто не сбросили листья и так остались засушенные там висеть. И кажется, вроде как будто сейчас не весна, а осень. Русские деревянные меняем на купюры ярких цветов, украшенные портретами известных армян. Это армянские драмы, национальная валюта, которую тут же можно обменять на национальную еду. Я вижу лавку. Тебе нужно сейчас сесть на нее и сделать глоток. Иначе ты упадешь. Это как будто ты глотнул смузи из молока, кефира и соленого огурца, сильно соленого огурца. Да, если ты сейчас поймешь, почему. Он так освежает, я чувствую себя человеком. Вообще, у меня такие сейчас все рецепторы во рту радуются. Такие, Наташка что-то пьет такое новое, классное, вкусное напиток погода. Ты раньше не пробовал? Нет. Ну, мне казалось, типа, ну вот он стоит, что, типа, там какая-то квашня, типа, окрошку можно заправлять, как вариант. А его, оказывается, можно пить. И он такой классный.
Вернемся к истории Хор-Верапа, где в глубокой яме среди ужасов и лишений будущий первый католикос всех армян Григорий Просветитель провел 13 лет за то, что отказался участвовать в языческих обрядах вместе с царем Трдатом III. После учиненных царем зверских гонений на христиан его свалил тяжелый недуг, он впал в безумие. Григорий своими молитвами исцелил царя, который, придя таким образом к вере, объявил христианство религией государства. Итак, в 301 году Армения стала первой христианской страной. Dungeon Dragons. Там через какое-то время можно опираться спиной на стену. Представляешь, вот если сейчас вот эта лампочка погаснет, то будет полная темнота. Ну, сейчас-то это понятно, тут залили раствором, тут блоки, все нормально. Раньше, ну, тут просто была такая земляная холодная яма, и люди тут сидели годами в нечистотах. Еще на них в качестве пыток кидали змей сверху. Вообще страсть. И сейчас мы идем к одной из самых известных достопримечательностей – каскад. Там Софа, Русь. Ну, привет, Софья. Вот тебе памятник какой, видишь, какой вас двигли. Армяне, видишь, один в один ты. Солнце. Классно. Пока он бежит. Посмотрим, что будет через few moments later. Дыхалочка-то сбивается. Ну что, давай оборачиваться. Каскад начали строить в 1970-е годы, и помимо декоративной, он должен был выполнять еще одну важную функцию – соединять центр и жилые районы в верхней части города. Как это часто бывает, финансирование кончилось в самый неподходящий момент, и строение так и не было завершено. Поднимаясь на каскад, обязательно рассмотрите скульптуры и декоративные детали на каждом ярусе. Сверху открывается тот самый вид на город и Арарат, который вы видели на открытках. Лучший вариант – это прийти сюда встречать закат с бутылкой гранатового вина, наблюдая за оживленной жизнью города внизу и, если повезет, любуясь видом на Арарат. Смотри, облако, как будто летят драконы. Смотри, вот, видишь, дракон летит. Внутри каскада расположен Центр искусств, где выставлены произведения из частной коллекции Джерарда Ливона Гафисчана, американского предпринимателя армянского происхождения. Скульптура на аллее перед каскадом тоже часть коллекции. Я надеюсь, ты ничем не заразилась. Только армянским радушием. Мы сейчас пойдем закупаться едой и вкусняшками в Ереван-Сити. Классный магазин расположен внутри старого рынка. Здание сохранилось, а внутри уже все по-современному. Это тоже, короче, вот в сладостях орехи, только он более широкий. Похож на персик. Ну, типа, да, слушай, он такой дороговастый. В супермаркете продукты на любой вкус. Нам очень понравилась местная чурчхела, пахлава, гранатовый сок и вино, и сыр. В целом, цены на товары, транспорт и услуги в Ереване очень демократичные. Что, надо насчет лампочки сказать? Завтра у нас день X. Едем в посольство. Получаем визы. Если получаем, то летим в Балей. Если не получаем, то просто на все бабки гуляем в Ереване, заказываем яхту. Прям вот так вот. Осталось поездки. Покупаем коньяка. Просто закупаем самого дорогого коньяка. Всем в подарок. Куда-нибудь, а? Шикарно. Гегард.
Хорви раб. Эребуни. Класс. Какой смачный язык прям. Мы говорим вот маленький сис. Сис. Большой массис. В середине, когда уже вот снег тает, поднимается, да? Вот в середине уже они пелем не будут касаться. Все. Уже холода не будет никак. В этом году. Впервые в жизни увидели аистов настоящих, которых здесь, как оказалось, в пригороде очень много. Когда перевернули, смотрели, там старик был, говорили, надоели, все идут, снимают, что, аиста не видели. Говорит, бери себе, шумит, грязнет. Там искусственные пруды, вся деревня выращивает рыбу. И поэтому их там много. Я заснял. Помните, я вам говорил, что фрукты продают? Это другой паре. Это еще паре. Вот это кизиль, это самые лучшие. Утром перед собеседованием в американском посольстве мы очень волновались, но все прошло быстро и хорошо. Ну, когда нам сказали, you're qualified for the visa, я такой, but you need to bring a photo. И такой, типа, смотрел. Если чуть не закосячили, нам всю визу, блин. Принц Плаза. Принц Плаза, это зло. То ли дело, вот, Print Way. Идем по улице Сарян, внесем в руках Шаурмян. шармян Сейчас и все, улыбаемся каждому из армян. Все, мы сделали все от нас зависящее. Дослали фотки в посольство. Девчонки сказали из доставки, что, возможно, в пятницу будет даже готовы паспорта, но это не точно. Ну, придем в пятницу, позырим. Если будут, круто. Если не будут, то закажем доставку. Но Вот. в любом случае виза у нас в кармане. Мы сделали. Самое главное, ради чего приехали, а сейчас просто кайфовать. Просто наслаждаемся. В плане логистики проблем у нас не возникало. По городу и до ближайших достопримечательностей добирались сами. В Ереване очень развитый общественный транспорт, ветка метро с 10 станциями, маршрутки и даже есть VIP-автобус от Армани. Один минус – остановки маршрута на транспорте написаны на армянском. Но сейчас на дворе 21 век, поэтому с телефоном и онлайн-картой можно легко сориентироваться. Рядом со статуей Гая находится остановка 266 маршрутки и 284 автобуса, на которых можно доехать до еще одного легендарного места. Через всякие там селения, прикольные такие места местные, доезжаете до одного из знаменитых и хорошо сохранившихся храмов языческих, который носит название Гарни. Аудиогид на русском языке, если вам интересно. Вот тут вот воздух, мне кажется, вот в горах вот этот воздух, я не пойму, что это за запах. Мне всегда кажется, что это запах камней, короче. Это же храм не настоящий. Он полностью был разрушен и восстановлен историками теми же техническими приемами, что и в первом веке, и взамен отсутствующих элементов были вставлены новые. Где есть резьба и орнамент, это значит настоящие, сохранившиеся вот часть после землетрясения. А там, где просто плоская поверхность, без каких-то рисунков, то это уже новый материал. У Гарни очень удачное расположение, потому что он со всех сторон окружен горами, и это имеет большое такое тактическое значение. Сначала языческий, потом возвели христианский храм, но он был полностью разрушен турками во время завоевания турецкого. И тут были дворцовые покои, то есть местные цари жили. Чтобы поднять градус веселья, Артур завез нас заправиться. Он вообще тыква, но делает бутылку, чтобы вино налить, чтобы упало не разбилось в горах. Это вишня. Чтобы на дороге пели, пили, танцевали, веселились. А попробуй смородину. А тоже литр смородина. Сколько уже мы выпили? Литр 1500 грамм стоит. Вина. Да. А водки? Водка стоит, ишкана водка, 4000. Залони самый хороший, брат. У тебя я гарантирую, что голова не будет болеть, не знаю.
2000. У нас премьер-министр здесь, поэтому много милиции стоят. А я все говорю, как милиция. Был в Абзаково, там Путин пришел, всех нас выгнали из гостиницы. Это классика. У нас гостиница, говорим, мы всего на 2 дня, говорит, давай, Путин приезжает, давайте отсюда. А он со всеми здоровается, вот останавливается, выходит, входит в этот магазин, говорит, какие проблемы, прямо мне в лицо скажи, что я это знал. Он сам спрашивает, а там интересуется, да? Там его не идут, ему говорят, вот это золотой тебе. Сейчас, может быть, он здесь стоит и со всеми разговаривает, может быть. Нораванг в переводе с армянского означает «новый монастырь». Комплекс был построен в XIII веке на уступе узкого извилистого ущелья реки Амагу. На территории комплекса расположены 2 церкви и часовня. Строительство финансировал род князей Арбелянов. Здесь находится их усыпальница с надгробными плитами, а также усыпальница создателя одной из церквей, художника, архитектора и скульптора Момика. По легенде, мастер влюбился в прекрасную дочь князя Арбеляна, и она ответила ему взаимностью. Отец девушки призвал Момика и сказал: «Я отдам тебе руку своей дочери, но только в том случае, если ты менее чем за 3 года построишь храм невероятной и непревзойденной красоты». Момик приступил к работе. Когда он радостный, в ожидании скорой встречи с возлюбленной, наносил последние штрихи на самом верху купола, внезапно кто-то поднялся наверх и толкнул его. Это был убийца, подосланный князем. Момик попытался спастись, схватившись за последний блок купола, но упал на землю, и этот камень стал его надгробием Хачкаром. Хачкары в переводе «крест камня», центральным символом которых является распустившийся, подобно древу или цветку, крест. Их устанавливали по самым разным поводам, в честь победы над врагами, по случаю окончания строительства храма. Они служили межевыми знаками и могильными памятниками. Хачкары – самобытный элемент национальной культуры Армении, не встречаемый больше нигде в мире. Самое прикольное, что после 2 дней в Ереване я начинаю коверкать свой русский язык и говорить с легким акцентом. Как будто я армянка, говорящая на русском. Ребят, сейчас покажу. Ты глянь, Я смотри. думаю, что здесь все стоят, столпились, забор какой-то. Смотри, там еще порода такая идет вертикальная, как будто столбы. Это вот это базальт, из которого сделан, собственно, храм. По мнению исследователей, храм был посвящен богу солнца Митре, одному из главных божеств языческой Армении. Композиция храма отражает древние представления об устройстве космоса. 9 ступеней ведут на высокую платформу – рай, а 24 колонны символизируют эфир и небесный свод. После принятия христианства статую Митры из храма убрали, а сам он стал летней резиденцией правителей Армении. Inhale. Exhale. Прикинь, на велике было. Вкусно. Уходим? Да, пойдем за шашлыком. Нам одобрили визу в Америку. Несмотря на ужасное фото, которое мы приперли. Да. Несмотря на такой небольшой сумбур во время проведения собеседования, там просто был такой мужчина с очень подозрительным лицом, но оказалось, что у него, в принципе, по жизни подозрительное лицо. Да, мы когда его первый раз увидели, думали, он так на нас смотрит, как на какашку. Ну, во-первых, уже сразу 2 дебила, да, там видеоредактор и переводчик. Видеоредактор припер ужасные какие-то фото вообще, а переводчик не понимает, что его спрашивают. Да ладно, ты все понимала. И путают when и where. Вот это было, да. Вообще там бред какой-то нес, когда мне один вопрос Росика спросили. что-то спрашивает, Я такой, кем работает? Он такой, что ты сказал? Бизнес.
Видео-эдитинг. Ну, короче, видимо, своим непередаваемым шармом и такой детской наивностью нас все-таки Пропустили. пропустили, да, сказали, ну ладно, да Хоть и фотки у вас говно. Какой им там в Америке оставаться? Да не останутся они там вообще, не короче, выживут. не выживут, да. И таким образом, собственно, все хорошо. Как тебе долма местная? Должна быть хорошо. Да, она чуть-чуть остренькая, кстати. Остренькая, нежная. Это же блюдо такое, по-моему, как раз. Остренькая, нежная, как Сиван безбрежная. Да ты талантище. Татеф. Вообще, ребята, красота. За Ереван. Да. Одобряешь? Кафешку одобряешь? Уху, тысяч. Среда, вечер. На пенек сел, косарь должен. Как будто местная, знаешь, такая. Чё ты, Яра? Сегодня не жарко. Такая, ну, классная погода, ветра нет. Руся падает. Кто где-то встречает? Привет! Приветики! Как делишки? Как делишки? Привет! Привет, хорошенький, да? Хорошенькая, да, красивая. Не получили. Можно нам тогда до Москвы оформить что-то? В соседнем. Ага, все. А вы завтра не работаете? А сегодня уже нет вероятности, что придет. Окей, хорошо. Спасибо. Спартак, говорю, мы не получили. Пришлось оформить DHL доставку до Москвы за почти 4000 рублей. Ну, мне кажется, это просто из-за того, что вот с фотками такая оказия случилась. Но, с другой стороны, там тоже пишут, что до 5 рабочих дней. То есть, возможно, реально как бы гражданам быстрее оформляют паспорта, а те, кто не граждане, им там дольше процесс занимает. Вот, поэтому, ну что ж, ничего страшного, пойдем гулять. Самый популярный формат — такие пластиковые баночки, которые удобно ставить в машине. Нам Артур Дженнер научил пользоваться ими. Да, нужно обязательно две дырочки делать. Открывал полностью вот так. Нет, на самом деле делаешь просто две дырочки, ну там как в любом месте, да, чтобы у тебя не облиться воздух там с другой стороны. Ну давай, ходил. дегустируй. Кельвин Кляйн. Кельвин Кляйн, давай, смотри, какие классные, горчичного цвета. Давай, Русич, не думай. Как Русик любит мне говорить, что ты поливаешь, что ты поливаешь, потому что я водолей, вот я и поливаю. Русик, ты стреляешь прямо в сердце, вон, стрелой. Я стреляю, типа маленькими этими. А я долго пишу, ну а чё? Так как мы заядлые велосипедисты, естественно, для исследования города взяли в аренду 2 байка. Интересный факт про язык. Старшее поколение, заставшее времена Советов, очень хорошо понимают и говорят на русском языке. А вот молодежь, хотя русский тоже понимают неплохо, но говорить им уже легче на английском, чем на русском. С девушкой из проката мы разговаривали на английском. Ты видела, как я упал? GoPro-шка прошла краш-тест, зато смотри. Еду, снимаю, Натаха мне говорит, направо, а я налево уже повернул. Ну да, вини меня. А когда ты уже перестанешь путать право-слева? Это так смешно. После церкви поворачиваем налево. Для точности. И по пути что-нибудь попить. Чтоб больше не падал, скажи. Не падал. Городская инфраструктура Еревана благоволит автолюбителям, а не велосипедистам. Очень узкие пешеходные зоны, куча ларьков на каждом шагу, а припарковать машину на тротуаре не является у местных чем-то зазорным. Я поеду туда, в Ереван. Такой формат передвижения позволяет прокатиться по частному сектору и посмотреть колоритный пригород Еревана.
you go straight ahead, and then left, and then to the right. Remember? Цветет уже вишня. По дороге мы сделали небольшой пит-стоп у озера в парке Вардавар. Покушать! А что это за чудо такое? Это, ну, как это, лаваш. Ой, не лаваш, а это... Вкусняш. Вкусняш, короче, вкусняш. Местный вкусняш. Славуха, булка. Ну как? Нормально. И made with Он love. называется «Упс». Упс. Красный свет обусловлен содержанием железа. Поэтому тут, когда идут дожди, то речка становится красного цвета. Итак, сегодняшнее наше путешествие началось в Ереване. Рано утром мы поехали на юг, в сторону Хорви-Рапа, полюбовались на горы Масис и гора Сис, то есть это Арарат и Малый Арарат. И затем мы пересекли границу между двумя регионами. Сейчас мы находимся в Айот-Зоре, в храмовом комплексе Нураванг. И наше конечное путешествие будет в комплексе Татеф. Вот здесь вот. То есть мы проехали, получается, половину Армении. Армения делится на 11 административно-территориальных единиц, называемых марзами, по-русски области. Ереван является отдельным марзом. Сейчас мы едем через Вайнадзор в Сюник. Классный видок, да? Вообще. И никого нет, просто машины нет. Только мы одни. Я просто сейчас летнюю поставлю. Ну и красивый какой. Обалденный, Юлька, лучшее, что я видел в своей жизни. Время в дороге пролетало незаметно. Артур рассказывал много интересных историй, а за окном равнины, холмы, заснеженные перевалы и ущелья создают ощущение безграничного простора. Отпусти меня, мама, в Ереван. Конечным пунктом нашей экскурсии был монастырь Татеф, добраться до которого можно было только по воздуху. Как говорят у нас в Армении, время – деньги, поэтому поехали. Это Давид. Давид? Дэвид. Дэвид? Say hi to Дэвид. Дэвид Сасун. Сасунский, наверное, я не знаю. Сасунский? Но у меня написано Дэвид оф Сасун. Меч хороший. Меч очень хороший. И конь тоже хороший. Знаешь, что здесь очень много, на самом деле, автомастерских. Это Да, просто да. нереальное количество. Я так понял, что у многих семей по несколько машин. И, то есть, ну реально, для такого города здесь очень много машин. Ну, И, это прибыльный бизнес. Соответственно, да, обслуживание этих машин тоже очень много. Таких, в общем, контор. Даже вот у нашего хозяина нашего хостела тоже своя мастерская внизу. Да. И все, помимо вот технической составляющей, очень любят внешне очень следить за машинами, то есть как-то их тоже немножечко тюнинговать. Я не вот сейчас только видел Nissan Tiida, и у нее были, в общем, все шильдики, в общем, названия и ниссановские логотипы, они были, в общем, золотые такие, знаешь, то есть обычная такая легковушка, малолитражка, но со вкусом. Очень красиво. По поводу вообще тачек, то что здесь, я так понял, очень любят такой бизнес-класс. Даже пускай он будет старый, но это будет бизнес-класс. Обычно у них, я так заметила, одна тачка чисто рабочая, ну, чтобы там на ней ездить, там всякие дела. Рабочая лошадка. Рабочая лошадка, да, которую не жалко. Вторая тачка, типа, это, которая, ласточка, короче. На выходного Только, дня. да, чтобы понтануться, там ништяк прокатиться по центру. Когда мы зашли в таможенный союз, наш прежний правительство попросили, договорились, наверное, с Путиным, чтобы 5 лет нам дали отсрочку на растаможку машин. Что у нас растаможка осталась та же самая цена, как до Союза таможенного. Но эти 3 года мы платили то же самым ценам, как у вас в России. Они, то есть, договорились, но народу не говорили. Мы всегда 2 чека платили, да, когда машину покупали. То есть, один чек пошел к ним в государство, а третий не знаем куда. А после революции наш премьер-министр сказал, что мы
потом расследуем откуда, но машины подешевели. И сразу растаможка у нас упала. И как таможенный союз пришли отсюда покупать из России, из Казахстана, не знаю, кто на таможенном союзе живет, с Японии, с Америки, откуда, с Дубая, откуда машины можно будет довезти, все везли сюда. У нас вот это время в гостинице только кто машину пришел купить. Даже вот ресепшене разговаривали, у кого которая машина, кому как можно помочь. Кто занимался, не занимался, все занимались этим. Перекупом. Да. И это было до 1 января этого года. Мы рады приветствовать вас на самой длинной в мире реверсивной канатной дороге Крылья Татхева. В 2010 году Крылья Татхева были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Получается три точки, ну там где стоят опоры, а над двумя ущельями вот так вот как будто крылья идут. Очень-очень длинный такой трос, он проходка, очень сильно да. провисает, прям Да. страшно, я такого никогда не видел. Очень высоко. длинное, большое расстояние. Максимальная высота, ну, от уровня земли 320 метров. Да, и когда ты приезжаешь в конец, тебе говорят, наш полет окончен, Да. то есть считают Ну, это реально за был полет. Кстати, рекордная у воздушного пути не только длина – 5752 метра, но и сроки строительства – всего 10 месяцев. Крылья Татева – некоммерческий проект, и вся прибыль от него направляется на реконструкцию Татевского монастырского комплекса в рамках проекта «Возрождение Татева». Татев Oil Татев. Монастырь построен на краю высокой живописной скалы, поэтому с площадки комплекса открывается фантастический пейзаж на ущелье. Достоверно известно, что стройка началась в IX веке и продолжалась несколько столетий. В XIV веке здесь был основан одноименный университет. Напоминает сталинскую высадку. Вокзалы, они все какие-то были стандартная такая. Думаешь, советская проект. постройка? Да. Мы просто находимся в уникальном месте. Тут красивая церковь, там огромный молл, а тут просто какая-то безумная кошмарная надстройка домиков друг над другом. Как будто фавелы в центре Еревана. Город контрастов. Город контрастов. Ровно 3 часа. Ну что, велосезон открыли? Шикарно. На этот раз в Ереване. Вообще, да? Я каждый раз убеждаюсь в том, что велик — это самая крутая вещь для исследования любой местности, потому что на велике ты проедешь везде вообще. Да, что тебе не надо в пробках стоять, там думать Да. про бенз или что-то, ты просто максимально мобильный. когда тебе удобно, ты След. притворяешься пешеходом с Да, велосипедом. Когда тебе удобно, ты можешь едешь по по дороге дороге. просто с потоком. Да. Смотрю карту, а там отмечено, что полис-кар, короче. Вот, смотри. Полис-кар. И вон стоит, короче. Вот с этой стороны и с той стороны. Не самый, конечно, удачный момент мы приехали в Ереван, потому что не самый пик мы застали его красоты, мне кажется. Но с другой стороны народу не очень много. Ну да, но много всяких красот прикрыто полиэтиленом. Сейчас встретили троицу такую веселую, которая играет в музыкальных инструментах народных. Вот, и я хотел записать какой-то аутентичной музыки, но они играли то Катюшу, то Хава Нагилу, то, в общем, всякие... Репертуар универсальный. Да, музыка разных народностей. Так что слушайте, что есть, в общем. Каждый маленький ереванец должен с самого детства, короче, научиться гонять на клевых тачках.
Ну, Ты заметил, мы там, когда катались на великах, там участники тоже все малыши, короче, на пластиковых машинах едут. конечно, да. Девчонки на самокатах, ну, потому что девчонка не должна водить. А Приучаться пацаны к все на автокультуре. машинах. Да. Тут классные ходят жирненькие, хорошенькие собакевичи, и у них у каждого на ушке такой чип желтенький, потому что тут в рамках программы контроля популяции животных бродячих их вылавливают, стерилизуют или кастрируют, делают прививку от бешенства и выпускают на улицу. То есть таким образом как бы они не плодятся бесконтрольно и не представляют собой угрозу для людей, потому что они более спокойные становятся и, соответственно, от бешенства тоже привиты. Многие, да, вот сейчас мы в пятницу сидим вечером, многие просто ходят и тискают их. Да, много. да, и они такие собакены тоже такие довольны. Они лежат в травке вообще на Да, спине они и супер миролюбивые. корчатся от удовольствия. Друг с так и на другом спине. там тоже играют дыганы. Ты Араджан? Или Ахчиджан. Ахчиджан или Араджан? Ты хорош такой. Хорош, да. В последний день пошел дождь, поэтому мы решили пойти в музей. В общем, мы сейчас вышли из музея. И музей истории Армении очень понравилось. Единственное, конечно, немножко сложненько читать там описание к экспонатам на армянском и на английском, нету русского. Вот. Ну и некоторые там исторические там различные термины, что касается там военной амуниции, ну разных таких архаичных предметов, ну, достаточно сложновато даже мне воспринимать, но так как бы интуитивно догадываешься, что для чего. Вот. Очень классно, очень понравилось. Там 3 этажа, начинается выставка с 3-го этажа, там самые древние времена, бронзовый век, палеолит, через средние века уже к новейшей истории. Вот. Очень хотелось бы, конечно, посмотреть дополнительно какие-нибудь документальные фильмы, потому что история очень богатая, насыщенная событиями. Вот. Очень интересно. Поэтому рекоменд. Билет стоит 2000 драм на человека. Практически весь центр Еревана разрушило землетрясением. Угу. Ну, все рядом расположены. Да, круто восстановили прям. И сейчас ходили в главный монастырь. Стоят люди, зажигают свечи, играет музыка. Вот это вот все величие, оно как-то немного потрясает. И если там человека 21 века, да, ну, так вот действует, да, что ты просто чувствуешь какое-то, не знаю, благоговение, то насколько это было сильное влияние и насколько это было важно для людей, там, которые жили в предыдущих веках, это, конечно, потрясает. По одной из легенд, Татеф – это сокращенное название от слов «дать» и «крылья». Ведь здесь, на такой высоте, хочется получить крылья и взлететь над бездной. Ну, горы — это горы. Там своя атмосфера, такая тишина, звуки реки, птички поют. Вот в лучах заходящего солнца этот красивый монастырь. Здорово. Да, я бы хотел здесь помедитировать чуть-чуть, что-то прям. Все в ППХ. Красиво. Мы тут были 5 дней, и, конечно же, еще хотелось бы, вот еще как будто пару дней не хватило. Вот, не съездили, к сожалению, уже не успели на Сиван. Вот, но, может быть, еще там как-то побольше центр, что ли, облазить. Ну, или там окрестности, там около Звартноца тоже классные крепости, монастыри. Вот. Мне кажется, прям вот идеально, если ехать сюда, то на полную неделю, на 7 дней. И покушаешь, и все посмотришь, и выспишься, отдохнешь.
Наша спонтанная весенняя поездка в Армению запомнится надолго. И безумно хочется вернуться обратно, ведь столько красивых мест осталось неисследованными. Может быть, зимой поедем на горнолыжный курорт. Огромное спасибо моей подруге Эмме, идейному вдохновителю нашей поездки, и Артуру Джану, нашему гостеприимному хозяину и гиду. За небольшие деньги и без загранпаспорта совершить такое путешествие в другую страну – такое у нас впервые. Поэтому всем советуем последовать нашему примеру и посетить радушный древний край под названием Армения. Ну как тебе Москва? Обалденно, просто кайф. Зачем мы Может, сюда? обратно полетим? Поехали обратно. Жесть. Софу в десны целую. Вкусный прям. Засос. Давай еще разок. Давай еще разок, последний. Надо мной уже ржут. Давай. Тихо, тихо. Да я вижу. Очень сильно обсмотрела таможенница. Типа, а где у вас родинка? Я говорю, ну, типа, не знаю. Она только вылезла. А у вас есть сестра-близняшка? Я говорю, нет, нету. Он Останкино заснял? Да засням, давайте уже. Как вампиры вы. Ну и ухо. Дезинфекция прежде всего. Ламборджини, короче, ламборджини с мясом. Борджини с мясом? Ламаджо. Мама-лама. Ламаджо это называлось. Прокомпостировано. Скажи, Софья проверено. Не хотела нас отпускать в поездку. Не хотела нам, да, все документы съесть. Вот если я буду каждый день есть в ОСТ. А, в ту сторону? Да нет, ну давай вместе со мной крутиться. Давай. О, глянь, понравилось. Да, Я да, ещё- да, не закрывай. А потому что музыка такая душевная играет, я не могу нормально говорить. Абуля, не проклинай меня. Баранчика халяльного не желаете? Не желаете баранчика халяльного? Вкусный шашлык будет готовить прям хорошо. Неописуемое блаженство. Надо, что, сегодня пойдем на лестницу? Пойдем. Вечером. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Ты куда? В стену? Ты же неопытный оператор. Зато я опытный туроператор. Вот, пожалуйста. Хочешь для тебя выиграю Как будто про тебя написали. Да, я когда голодная вообще могу такие гадости наговорить просто. Это точно. Ты знаешь. Почему я раньше тут не был? Не знаю. Да, Дэйв. Делаем для вас качественный контент.